Представьте себе обычное утро. Вы просыпаетесь, потягиваетесь и ждете, когда ваш любимый кот грациозно запрыгнет на кровать, чтобы поприветствовать вас своим привычным мурлыканьем. Но вместо этого вы слышите тяжелый вздох с пола. Вы приподнимаетесь и видите, как ваш лучший друг изо всех сил пытается подняться на дрожащих, одеревеневших лапах. Вы смотрите, как он медленно, припадая на одну сторону, идет к своей миске, и ваше сердце сжимается. Будь вашему коту 15 лет или всего 5, но он уже начал сбавлять обороты после активных игр, видеть их страдания невыносимо. Но, пожалуйста, сделайте глубокий вдох, потому что замедление– это не пожизненный приговор, а возраст– не истинный виновник проблем. Настоящий враг– это скрытое микроскопическое воспаление суставов, и у вас есть огромная сила, чтобы его остановить. Привет всем, я доктор Тони Ли, ваш ветеринар, и добро пожаловать в наш мастер-класс по мобильности. Хроническая боль в суставах и артрит– это главные причины, по которым пожилые кошки теряют радость жизни. Владельцы тратят целые состояния на дорогие, сильно переработанные добавки и тяжелые обезболивающие, которые могут серьезно нагружать печень и почки. Но что, если я скажу вам, что вам не нужны дорогостоящие рецепты, чтобы вернуть вашему коту энергию котенка? Что, если всего одна магическая золотая чайная ложка недорогого кухонного ингредиента может стать биологическим огнетушителем, который естественным образом гасит воспаление в суставах? Сегодня мы разберем 1. Биологию ржавчины в суставах. Почему они начинают скрипеть? 2. Рецепт золотой пасты. Как превратить обычную специю в мощнейшее лекарство. 3. Утренний массаж, скользящий сустав. Техника, которая заменяет смазку. 4. Трюк с напольным покрытием, как за 10 секунд защитить связки вашей кошки. 5. Закон гравитации. Как лишние 500 грамм разрушают скелет. Глава 1. Биология суставной ржавчины. Прежде чем мы вылечим хромоту, мы должны понять, что происходит внутри коленей и бедер вашей кошки. В здоровом молодом организме концы костей покрыты густым, гладким белым слоем хряща. Этот хрящ работает как идеальный амортизатор. Весь сустав окружен капсулой, заполненной густой, скользкой жидкостью, называемой синовиальной жидкостью. Представьте, что это биологическое моторное масло. Но со временем из-за прыжков с большой высоты, генетики и диет с высоким содержанием углеводов происходит массовый биологический сдвиг. Возникает микроскопическое клеточное воспаление. Думайте об этом воспалении как об аккумуляторной кислоте. Со временем эта кислота буквально разъедает гладкий хрящ. Сустав высыхает, моторное масло исчезает, и кость начинает тереться прямо о кость. Но вот в чем главный психологический секрет кошек – они хищники. Эволюция научила их, если ты покажешь слабость или боль, ты станешь мишенью. Поэтому ваша кошка генетически запрограммирована страдать молча. Она не будет скулить, она не будет жаловаться. Она просто молча перестанет запрыгивать на подоконник. Она начнет проводить в другой комнате по 10 часов больше, чем раньше. Не принимайте тишину за комфорт. Если ваша кошка замедлилась, ее тело умоляет о помощи. Глава 2. Чудо одной чайной ложки. Золотая паста– это ядро нашего мастер-класса. Мы возвращаемся к корням холистического исцеления. Я хочу, чтобы вы пошли в магазин и купили высококачественный органический порошок куркумы. Куркума содержит уникальное активное соединение под названием куркумин. В ветеринарии и медицине куркумин почитается как один из самых мощных природных противовоспалительных средств на планете. Он физически входит в кровоток и блокирует ферменты, которые вызывают отек и боль в ноющих суставах. Но здесь 90% владельцев совершают фатальную ошибку. Вы не можете просто насыпать сухую куркуму из баночки для специй в корм кошки и ждать результата. Если вы дадите сухую куркуму, она просто пройдет через пищеварительный тракт и выйдет наружу, не всосавшись. Это пустая трата денег. Чтобы разблокировать чудо, мы должны стать
кухонными химиками и приготовить золотую пасту. Куркумин имеет крайне низкую биодоступность сам по себе. Чтобы заставить кишечник кошки его усвоить, он должен быть химически связан с двумя вещами: здоровым жиром и микроскопическим активатором. Рецепт золотой пасты от доктора Тони. 1. Основа. Возьмите полчашки органического порошка куркумы и смешайте с 1 чашкой чистой фильтрованной воды в сотейнике. 2. Правило нагрева. Это критично. Тепло необходимо для эффективного связывания куркумина с жирами. Вы должны поставить сотейник на очень медленный огонь и помешивать 7-10 минут, пока смесь не превратится в густую ароматную пасту. 3. Активатор. Снимите с огня и добавьте 1,5 чайной ложки свежемолотого черного перца. Перец содержит пиперин-соединение, которое увеличивает усвоение куркумина на 2000%. Внимание! Если у вашей кошки очень чувствительный желудок, начните с крошечной щепотки перца. 4. Связующий жир. Добавьте 1-3 чашки высококачественного жира. Мои любимые варианты: льняное масло холодного отжима или оливковое масло экстра virgin. Перемешайте до идеальной гладкости. Жир привязывает молекулы куркумина напрямую к жировым цепочкам. Дайте пасте остыть, переложите в стеклянную банку и храните в холодильнике. Она сохраняет силу около 2 недель. Дозировка для кошки. Поскольку кошки намного меньше собак, мы адаптируем дозу. Кошка – это крошечная порода в нашей классификации. Начните с 1-4 чайной ложки этой пасты, подмешивая ее в ужин. В течение 3-4 недель куркумин накопится в системе. Он отправится к коленям, бедрам и позвоночнику, естественным образом гася клеточный пожар. Вы внезапно заметите, что кошка снова пытается запрыгнуть на диван, потому что ноющая боль просто растаяла. Глава 3. Омега-3 щит и техника. Движение – это смазка. Мы потушили огонь, но как восстановить моторное масло в сухих суставах? Омега-3 жирные кислоты обеспечивают жизненно важную смазку. Коммерческий сухой корм часто перегружен дешевыми жирами, омега-6, которые на самом деле усиливают жесткость суставов. Чтобы исправить это, кормите кошку свежими омега-3, купите банку обычных сардин в воде, без соли, без масла, без приправ. Одна маленькая сардина, размятая в миске пару раз в неделю, дает ту самую смазку, которая просачивается в суставные капсулы. Но есть и совершенно бесплатный хак физиотерапии, который вы должны делать каждое утро. Я называю это утренняя разминка скользящего сустава. Большинство владельцев совершают ошибку. Они просыпаются и радостно зовут кошку завтракать. Кошка, будучи вашим верным другом, заставляет себя встать на ледяных, абсолютно сухих и тугих суставах. Это первое движение на сухом суставе вызывает микроповреждения. Завтра утром измените рутину. 1. Подойдите к кошке, пока она еще лежит в своей лежанке. 2. Говорите с ней ласково и посвятите всего 30 секунд разминки. 3. Аккуратно поддержите заднюю лапу. Одна рука выше колена, другая поддерживает лодыжку. 4. Медленно ведите лапу назад, разгибая бедро, а затем вперед, сгибая колено. Представьте движение маятника строго по прямой линии, без вращений. 5. Повторите 3-4 раза. Почему это работает? Потому что движение – это лосьон. Прокачивая сустав без нагрузки, когда кошка лежит, вы заставляете суставную капсулу выбрасывать порцию свежей, скользкой синовиальной жидкости. Вы буквально прокачиваете смазку в хрящ, как воду в губку, прежде чем животное встанет на лапы. К моменту подъема суставы уже защищены. Это стоит 0 рублей и полностью меняет уровень комфорта вашего питомца. Глава 4. Минное поле, паркет и быстрые победы. Что, если ваш собственный дом тайно калечит вашу кошку каждый день? Мы любим чистый блестящий паркет или плитку. Но для кошки с больными суставами глянцевый пол – это ледяной каток, по которому ее просят ходить в шерстяных носках. Каждый раз, когда лапы кошки проскальзывают, разъезжаются или отчаянно ищут сцепления,
Суставы испытывают колоссальный стресс. Если задняя лапа резко соскальзывает в сторону на гладком полу, это создает микроразрывы в коленных связках, аналог человеческого разрыва ПКС. Однажды кошка просто неудачно повернется, лапа скользнет на лишний сантиметр, и связка порвется окончательно. Это означает операцию за огромные деньги. Вы можете исправить это сегодня почти бесплатно. Я называю это «быстрая победа». Купите несколько недорогих дорожек или ковриков для йоги. Положите их в самых скользких зонах. Обязательно перед мисками с водой и едой, чтобы лапы не разъезжались во время еды. Положите коврик рядом с их местом отдыха, чтобы у них была мгновенная опора при вставании. Это создает безопасный путь. Это занимает 10 секунд, но дает облегчение еще до того, как диета начнет действовать. Глава 5. Закон гравитации и проверка ребер. Если вы действительно хотите спасти кошку от боли, мы должны поговорить о самой главной причине артрита ожирения. Мы думаем, что лишний кусочек лакомства – это любовь. Но физика неумолима. Всего лишь 500 грамм лишнего веса для кошки превращаются в несколько килограммов дополнительного дробящего. Давление на крошечные суставы при каждом шаге. Гравитация безжалостна. Вы не сможете победить болезнь добавками, если не победите ожирение. Проведите проверку ребер. Если вы не можете легко прощупать ребра кошки, не продираясь сквозь слой жира, ее тело страдает. Сократите порцию сухого корма на 10%. Голодание жира – это самое дешевое и эффективное лекарство от артрита во Вселенной. И последнее. Берегитесь синдрома воина выходного дня. Не пытайтесь компенсировать неделю тишины часовой игрой с лазерной указкой в субботу. Резкие прыжки и повороты на нетренированных суставах разрушают хрящ. Лучше обеспечьте кошке спокойные, равномерные игры по 5-10 минут каждый день. Консистентная низкая нагрузка строит поддерживающие мышцы вокруг сустава, работая как естественный коленный бандаж. Забота о мобильности нашей кошки требует от нас внимания. Приготовление золотой пасты, проверка этикеток сардин, покупка ковриков и утренний массаж – все это трансформирует мир вашего питомца. Вы возвращаете им достоинство и радость жизни. Внутри их сердца они все те же энергичные котята, какими были в первый день у вас дома. Они просто ждут, когда их тело догонит их дух. Напишите в комментариях, сколько лет вашему коту и замечали ли вы, что он скользит на паркете. Я обожаю читать ваши истории. Если этот разбор дал вам надежду, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на нашу семью элитных владельцев кошек. Я доктор Тони Ли. Разминайте эти лапки, постелите коврик и доверяйте науке природы. Увидимся в следующем видео.